Всем привет, всем доброго здоровечка. Мы с вами продолжаем путешествие по миру будущего. Поговорим мы с вами про очень частый баг среди студентов. Это использование will там, где обычно он не используется. Но, как вы понимаете, любой язык — это непаханное поле исключений, и есть свои underwater stones, или, как их называют в народе, pitfalls. Перед вами предложение I will go to Spain. И это предложение вырвано из какого-то либо контекста, но именно так во многих учебниках, особенно если эти учебники написаны иностранными авторами, преподносится будущее время. Самое простое — это когда мы используем модальный глагол will. Потому что вы знаете от меня же, что в английском языке грамматического будущего времени не существует. Ну нет у нас грамматических инструментариев. Приходится прибегать к помощи модальных глаголов или полумодальных конструкций типа gonna. Либо вообще present continuous туда можно засунуть. Либо вы знаете еще и present simple, он же simple present, может пойти в ход. Может пойти модальный глагол may, может пойти в ход модальный глагол might. И так далее по списку. Почему это предложение не имеет смысла? Оно неестественное. Потому что когда вы в быту, в речи говорите про свои планы, используются совсем другие вещи. Вам нужно запомнить, что априори предполагается, когда человек у вас спрашивает, что делаешь завтра, что делаешь вечером, куда летишь на выходные, что делаешь на празднике и так далее, мы всегда подразумеваем планы. Мы хотим узнать, do you have any plans? Any plans for the weekend? What are you doing next weekend? И если вы заметили, я не использую грамматику will. То есть, априори, когда мы такие вопросы задаем, они, во-первых, не задаются с will, и мы не отвечаем с will. То есть, если вы хотите у человека спросить, и если вы хотите ответить, хотите сказать, что вы куда-то едете, как правило, это ваш план. Когда мы в английском языке говорим про то, что уже спланировано, you have a fixed plan, либо у вас есть какая-то договоренность, у вас есть две опции. Вы можете использовать present continuous, наш любимый, он же progressive. I'm flying to Paris. Вы можете добавить уточняющие слова next week, next year, next month, in 2 weeks и так далее. Либо вы можете прибегнуть к помощи глагола go в длительном времени с частицей to плюс базовая форма глагола. I'm going to fly to Paris. Опять же, вы можете добавить уточняющие слова, когда это будет. Между present continuous и фразой gonna очень часто нет никакой разницы, у них разный фокус. Фокус у gonna на том, что у вас есть намерение, I'm going to, собираюсь. Фокус у present continuous, что у вас есть какая-то с кем-то договоренность, arrangement. И велика вероятность того, что если у вас есть конкретное время, дата и человек, вы будете использовать именно present continuous. Так вот повелось. Например, I'm seeing Max at 2 p.m. В 2 часа я встречаюсь с неким Максом. Что же делать с will? Давайте возьмем наш пример. I will go to Spain. Само предложение имеет место, но нам его нужно затолкать в нужный контекст. Подумайте про себя, а в каком контексте, что нам можно добавить, чтобы наше неестественное, я бы даже сказал неверное предложение в бытовом английском in everyday speech стало правильным предложением, которое имеет смысл. Итак, если вы у человека хотите спросить о планах, а мы всегда спрашиваем о планах, что ты делаешь в следующем году на празднике, what are you gonna do или what are you doing? Например, what are you doing for Christmas? Что ты на рождественские праздники делаешь? What are you doing for Christmas? Если хотите, можете использовать gonna. What are you gonna do for Christmas? Опять же, смысл у этих предложений идентичен, только разный фокус. Порой мы сами не понимаем, какой фокус мы делаем в автоматической речи, поэтому запоминайте и используйте, что вам больше нравится, не ошибетесь. Теперь, если вдруг вы нечаянно спросили What will you do next year? Тут нужно думать. Например, представьте себе такую ситуацию. Вы хотели поступить на доктора, PhD. Что вы мне тут шлете? Кстати, на помин.
Представь себе такую ситуацию. Вы решили продолжить обучение, поступить на доктора, учиться, PhD. И подготовили все документы, решили поступить, поступили, и в итоге у вас там что-то не получилось. Вы рассказываете это своему другу или подруге, и зная вот этот вот контекст, подруга говорит: So, what will you do next year? В этом случае вы имеете полное право спросить will, потому что здесь нет фокуса ни на каких-то договоренностях, ни о каких-то планах, потому что человек, который задает вопрос, понимает, что тут ничего нет. У вас спрашивают про обычное будущее какое-то как predictions, а predictions предсказания, вы имеете право полное говорить с will. Поэтому what will you do then или what will you do next year в этом контексте уже будет работать. Everyday English, когда вы идете на работу, когда вы идете с работы, встречаетесь с друзьями и потом просто хотите сказать: а что ты делаешь завтра, поинтересоваться. Вы, как правило, либо о планах, либо у тебя какие-то есть там договоренности, может мы чем-нибудь сможем там куда-то сходить и так далее. Используйте gonna, либо present continuous. Хотелось бы заострить ваше внимание еще на одной вещи. Также will используется, когда вы говорите про обычные predictions. Например, погода. Tomorrow will be cold or tomorrow will be hot. Здесь вы можете использовать will, потому что вы не говорите ни о каких планах, ни о каких договоренностях. Вы просто вангуете, открыли свой кристальный шар, вставили в его в USB-порт, он вам показал, что завтра будет тепло. Это предсказание, предвидение такое, prediction. И, surprise, вы можете также использовать gonna для этих целей. Gonna — это сокращение от going to. И если вы такое сокращение делаете, после gonna to уже ставить не надо. То есть, предложение it's gonna to be warm tomorrow. Это что-то не такое. Мы так не говорим. It's gonna be warm tomorrow. Без to. Так вот, predictions можно и gonna, и will. Посмотрите прогноз погоды, вы заметите, что те, кто его передают, они жонглируют либо going to, либо will. Who do you think will win? Спрашиваете вы, придя на скачки. Who do you think will win? Здесь вы также спрашиваете о простом будущем, так сказать, о каком-то предсказании. Как ты думаешь, кто сегодня победит? Здесь нет ни вопроса про планы, ни вопроса о каких-то договоренностей. Здесь просто констатация факта. И will также используется, когда мы говорим о фактах. Что я имею в виду? Например, вам 100 лет. В следующем году вам исполнится 101. Вы никуда не денетесь. Исполнится вам, время остановить нельзя, это факт. I'll turn 101 next year. I'll turn 101 next year. У всего в языке есть контекст. Если вы с контекстом умеете правильно работать, то выбор грамматики будет делать легче. И очень часто мы не подозреваем, что когда англофоны говорят, у них есть контекст, как я его называю, априори контекст. Так вот, еще раз хочу заострить ваше внимание, когда вы говорите в быту с людьми и спрашиваете, что делаешь завтра, послезавтра, вы вольно-невольно, вы уже находитесь в этом контексте, в этой культуре англофонной, и они к этому относятся как к вопросу про планы, и они всегда говорят: what are you doing, what are you gonna do? Ни в коем случае не will. Даже если вам кажется, что про какие-то вещи вы говорите это план, это может быть не план, а либо простая констатация факта, либо перечисление какого-то расписания или что-то будет вот оно так. К примеру, когда вы используете будущее will, ставите с временем continuous длительным will be doing, можно подумать, что это план. Но это не план, это fixed event, то есть какие-то события, которые произойдут. Очень часто вы это можете увидеть в описании к программкам каким-нибудь, либо вы поехали на экскурсию в каком-нибудь городе, перед вами написано, что вы будете делать. Там может быть написано 1 p.m. we will be arriving at какую-то там station, или we will be arriving in какой-то город. В 2 часа we will be stopping at and we will be having dinner. Это официальный стиль, потому что письменный язык все-таки регистр имеет вид официальный. Но если люди прибегают к помощи такого времени в речи, это значит вежливость. То есть вежливее звучит такое предложение, чем просто вы будете использовать
gonna, потому что мы хотим убрать любой фокус с каких-то планов, чтобы не наседать на человека и не лезть в его дела и не говорить, что за планы у вас? А может быть, я как-то могу в ваши планы внести коррективы? Опять же, вот это в воздухе витает такой контекст, и сами англофоны его понимают, нам только об этом нужно догадываться. Поэтому приоткрываем завесу тайны таким образом. Например, вы можете у человека поинтересоваться, уточнить, придете на барбекю ваше или нет. Например, вы у человека спрашиваете, are you gonna come to the meeting? Вы используете связку gonna, are you gonna come to the meeting? Но можно спросить, will you be coming to the meeting? Здесь вы убираете акцент на том, что есть какой-то план, и совершенно нейтрально, просто фокус на том, что вы хотите узнать, будет это действие сделано со стороны вашего собеседника или нет. У меня есть несколько видео на моем канале, посвященных будущему времени. Найдите и посмотрите их всех, там больше информации по каждой структуре. И про будущее will плюс present continuous тоже есть. Напоследок давайте посмотрим такую ситуацию. В этой ситуации используется going to и will. Попробуйте в комментариях описать, почему так происходит и можно ли было сказать это как-то иначе. Разговаривая с друзьями, вы говорите об общем каком-нибудь друге, говорите she's going to have a baby. А кто-то добавляет I'm sure she'll have blue eyes, just like her mother. Кстати, в своем телеграм-канале Kirells_English, у меня есть Инстаграм, я тоже там опубликовал Kirells_English. Я опубликовал, что вчера исполнилось ровно 10 лет каналу Kirells English. Если есть те, кто меня смотрит с самого начала, о чем я сомневаюсь, там уже, наверное, все выросли и созрели по 5-му кругу, но тем не менее, я вас всех нас, в смысле, с этим юбилеем поздравляю. Если вам нужен был повод выпить, это он. Также напоминаю, если вы хотите индивидуальные занятия со мной, под этим видео есть ссылка, там вы найдете подробное описание. Также, если вам интересен разговорный клуб, тоже информация там содержится. Ну а я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.